Утром мы собираем вещи, Марьяша дразнит обезьян. Замечательный водитель Хадар Саад нас подвез, кофе нам купил, да, 50 реалов дал. И вот еще сейчас еду заказал нам. Вид на город Махва. Вот мы оттуда приехали, там нас высадил водитель, а потом нам туда дальше ехать. Даже не просто туристов не видно, даже местных жителей не видно. Кого? Маленькие джунгли, кстати, да? Так? Не знаю, тут градусов 8 по ощущениям. Высота 2400. И кажется, мы нашли место под палатку. Утром мы собираем вещи, Марьяша дразнит обезьян. Вон там прыгают. А, спрятались. Они как лают, такой звук издают, похоже на лай. Ну, может, еще засниму, когда будем идти. Такое место у нас под ночевку. Это недалеко от города Барик. Есть такие кафешки, прям на машине можно подъехать и заказать. Драйв-ин, как в Маке. Такие вот такие уличные забегаловки тоже такое есть. Вот такой вот процесс. Мешают, что-то размешивает. Сейчас он автоматизирован. Раньше тут вот на картинке видно использовали. А, это масло делают. Масло. Из чего-то, я не знаю из чего. Вот верблюдов раньше так использовали. А вон еще одна такая машинка стоит. А, тут, короче, все они, это размалывают они. А, нет, эта машинка тут размалывает. А тут делают масло. This is مشكلة. مشكلة هذا مو؟ مشكلة هذا بعدين أكل. Yes. Фу, скорее, вот делай фотку, вот они, вот. Да я Where are you from? Украина. Украина. Вот замечательный водитель Хадар Саад нас подвез, кофе нам купил, да, 50 реалов дал. И вот еще сейчас еду заказал нам. Большое спасибо. Отказаться нельзя, очень гостеприимный Хадар. Thank you very much. Вот. Это нас подвозит 100 километров, где-то мы с ним вместе проедем. Спасибо. Пока топовый водитель по музыке. Добрались с этим приятным водителем до городишки Махва. Сейчас будем ехать дальше. Вот тут уже такие клевые пейзажики. Красиво. Тут тепло, выше будет холоднее. И тут уже в масках все ходят. Видно, большие города, уже острее ощущается контроль. Один водитель сам остановился, потом провез нас, мы ему объяснили, что, мол, нам туда надо. По фоткам ориентировались. Вот. И он немного нас провез. Потом пообщался через окошко с другим водителем, который мимо проезжал. Спросил его, куда он едет. И объяснил, что нас надо подвезти. И вот второй водитель нас везет в эту деревню. Красивые камни тут. Кругленькие. Вообще красивая местность. Сейчас выйду, поснимаю больше. В общем, очень интересно пока. Вид на город Махва. Вот мы оттуда приехали. Там нас высадил водитель. А потом нам туда дальше ехать.
Красиво. Прям гигантские валуны. Все, высадил нас водитель. Клево, красиво. О, пещера. Вот такой домик. Собственно, ради этих камней и домиков мы приехали в это место. Симпатично достаточно. Горы там красивые. О, фермер. Хозяйство, пес усталый на солнце, прикис. Вот такие тут домики попадаются местами. Это целая гостиница. А это жилой домик. Слева вот гостишка, а это жилой домик. Даже не просто туристов не видно, даже местных жителей не видно. Ну и туристы еще мало знают об этом месте. Мы сейчас неспешно пойдем прогуливаться вниз. Машин вообще нет практически. Какие-то грузовые пока едут. Интересно, как мы доберемся и куда сегодня сможем доехать. Can I make photo? Photo is okay? Так, это уже вот обычная комнатка. Не в О, камушки тут красиво. О, тут симпатично. أوكرانيا ثانك يو معلوم هذا؟ هنا شوف ما في مشكلة خش ايه اطلع عادي ما مشكلة. Тут все написано вообще. Телевизор. Даже телевизор. Вот такой сад тут у дедушки. А, кофе. А, кофе. Кофейные плантации. Вот. Кава. ايوه قهوة Кава. هذا Застопили. Такой вот грузовичок. Да, возможно, бензовоз. А, и вода, да, может быть, вода. Прокатаемся. Ну, машин здесь немного, поэтому хоть выйдем. باكستان توريزم هذا سوات ملم جبل شطرات. A lot of places. Мы сейчас спустились с гор. Покажи вот сзади. Там, в общем, было очень интересное место. В камнях построены дома. Будут фотографии, мы обязательно покажем это видео.
И дорога туда, трафик вообще на самом деле достаточно маленький, но мы туда легко поднялись с одной машины. А когда спускались, нам пришлось немножко прогуляться, потом мы застопили пакистанца, который вез воду. Вот. И уже на полпути он нас высадил. Надо было поворачивать. Да, он поворачивал. Там один человек вообще в другую сторону ехал, но тоже в гору. А потом вернулся, он развернулся, подъехал к нам, просто дал воду и круассан. Просто. Ну, отдал и уехал себе, развернулся дальше. Да, поехал в свою сторону. А мы сразу же застопили другого человека, который вот нас спустил в город. И сейчас мы уже поедем в другую сторону. Это я к чему? Это я к тому, что люди здесь супер-супер заботливые. Супер заботливые на самом деле. Они переживают, чтобы человек был сытый. Пил водичку Пил, обязательно. главное, водичку. Мы как раз шли и думали, надо купить воду, потому что воды у нас мало. Вот. Но саудиты не дадут просто так ходить без воды. И голодными. Так что мы будем Все, сейчас кушать. С парнишкой добрались. Парень ехал на такси. Таксист до этого к нам подъезжал, пытался сторговаться. 200 реалов. 200 реалов. Да, мы ему объяснили, что, в общем, такси нам тут не надо. А и подошел парнишка, он ехал за машиной в Абху на такси. И с этим же таксистом он предложил поехать вместе бесплатно. Сейчас очень жесткие правила насчет масок. Нужно ходить в масках. Если не ходишь в маске, штраф 1000 реалов. Это сколько получается? Это почти 300 баксов. Ну, да, поэтому лучше носить маску. Вот такая вот красивая деревня. Да, Мы подумаем, сейчас решим, остаемся мы где-то ночевать с красивым видом или поедем дальше. Сейчас посмотрим. Как вкуса у них нет, портят своими палатками. Ну, тут красиво, зато внизу долинка такая зелененькая. Нашли мы нужный ракурс. Красиво. Джунгли такие, маленькие джунгли, кстати, да? Так. Окей? What is your name? Paris. Nice. Nice to meet you. We are going to... Ой, на английском начал. Мы едем в Аль-Баху. Аль-Баха, а потом у нас задача доехать в сторону Таифа. Где-то по пути выйдем и будем ночевать. Возможно, дальше поедем. О, горы красивые. Тут уже... Welcome to Baha. Тусят малыши. Чешутся. Марьяша. Зайчик. Заехали чаек купить. Уже, кстати, только знатно холодно. Красивый магазинчик, ларечек. Не работает, правда. Не знаю, тут градусов 8 по ощущениям. Резкий перепад с плюс 23. Вот та деревушка красивая, Аин. Вот там было 23 градуса. Ну что, сейчас парень предложил у себя во дворе поставить палатку. Так что у нас есть место, и уже утром можем продолжить путь дальше. Сейчас, чтобы не искать на ночь глядя место в пути. Аль-Баха с другой стороны. Еще такой парк есть в городе, можно прям спрятаться с палаткой, если надо. Зиплайн, да. Ну, в целом симпатичное место, приятно. Такой парк. Один парк, второй. Зелененький. И зелененький, да. Хвойные уже деревья. До 8 градусов. Угу. Холодно. Ветер холодный. У нас от 20 градусов сегодня до 8. Да, я рассказывал в предыдущем отрывке. Парнишка привез нас в парк.
И вот тут кошачье царство, Да. голодающие прибежали. Тут хороший парк, тут очень много места, мы бы сами бы его не нашли. Да, хороший Лучше парк, красиво. ночевать в этом. Можем сейчас где-то наверху поставить, да и переночевать. Тут никого нету. Либо внизу, чтобы нужно посмотреть, чтобы не так ветер завозил. Да сейчас найдем место. Высота 2400. И кажется, мы нашли место под палатку. Вроде все круто. Не, крутое место. Да, надо здесь оставаться.